Дорогие друзья, приветствую! И в сегодняшнем видео я хочу ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы, связанные со страхами про регрессию. Я выбрала 10 самых распространенных вопросов, и сейчас на все отвечу. Поехали! Первый вопрос. Регрессия – это не грех? Хороший вопрос, прекрасно понимаю, как он важен для человека, принадлежащего той или иной религиозной конфессии. Но регрессия в моем исполнении – это не эзотерика. Мы не общаемся с какими-то темными силами, мы не выходим из тела, мы не улетаем в астрал. Мы идем внутрь самих себя и общаемся исключительно сами с собой. И регрессия – это всегда про любовь, про налаживание связи с самим собой. И не случайно же говорят, что возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот сначала ты должен возлюбить себя. И регрессия, как и все трансформационные практики, это про возврат человека к нему самому. Нет, это не грех. Второй вопрос. Я боюсь узнать о себе что-то страшное. И это тоже очень распространенный вопрос, друзья. И если коротко, то это всегда про доверие самому себе. Это про то, что для вас, получается, сейчас важнее играть какую-то роль, соответствовать чьим-то ожиданиям, нежели честно с принятием пойти внутрь самой себя. Здесь есть о чем подумать. Третий вопрос. Я боюсь ничего не увидеть в регрессии. Тоже очень распространенный страх. И да, объективно так бывает. У нас у всех по-разному развиты каналы восприятия. Кто-то визуал, кто-то кинестетик. И, соответственно, то, как мы привыкли воспринимать информацию, у нас так и будет в регрессии. И да, окей, если вы, предположим, ничего не видите в регрессии, то мы, значит, поищем другие способы входа. Вот то, что это ничего, которое вы не видите, оно какого цвета? А какая там температура? А какое у вас там настроение? Что вы чувствуете? И мы можем продолжить это исследование без визуальной картинки, которая, конечно, потом подтянется. Поэтому за это переживать абсолютно не надо. Четвертый вопрос. Я боюсь, что я буду фантазировать в регрессии и не отличу реальные образы от придуманных. Друзья мои, это опять про доверие в том числе. Насколько вы сами понимаете, когда вы врете, когда вы фантазируете, когда придумываете, от того, что вы чувствуете на самом деле. Вот регрессия – это всегда про то, что вы чувствуете. И все, что происходит в регрессии, эмоции, состояние, мысли, вы это все будете чувствовать на уровне тела. А тело никогда не врет. И ваше тело – самый главный маркер, показатель того, что сейчас что-то происходит. Оно дает отклик, либо оно не дает отклик. И это и есть маркер. Пятый вопрос. Какие последствия могут быть после регрессии, если какая-то побочка? Друзья мои, регрессия – это ни в коем случае не директивный гипноз. Я не скажу вам, что сейчас вы заснете, вы сейчас что-то будете вспоминать. Абсолютно нет. Это очень мягкая, экологичная, бережная практика, во время которой вы одной ногой там, а другой ногой вы абсолютно здесь со мной. И в любой момент можете сказать, что мне надо отойти в туалет, я хочу попить воды. То есть вы полностью вовлечены в две стороны процесса. Конечно, важно сказать о том, что это практика для физически и ментально здоровых людей. Если, например, у вас сейчас температура 38, или вы себя очень плохо чувствуете, или вы недавно перенесли операцию, не самое лучшее время для регрессии. Если же вернуться к теме побочки после регрессии, то это всегда что-то со знаком плюс. Когда человек чувствует себя в хорошем ресурсном состоянии, когда он чувствует себя бодрым, отдохнувшим, заряженным на действие.
Вот это, наверное, и есть вся побочка после регрессии. Шестой вопрос. Обязательно ли смотреть собственную смерть? И действительно, люди часто переживают, что как я буду это делать, это же, наверное, так страшно, так ужасно. Вот спойлер, нет, абсолютно, это не страшно и это не ужасно, потому что то, что вы видите ежедневно в новостях, в миллион раз страшнее самого страшного кошмара, который вы могли бы увидеть в собственной регрессии. Первый момент. Второй момент. Ваше подсознание никогда не покажет вам то, с чем вы не сможете справиться, что вы не сможете пережить, что травмирует вас. Это просто исключено. И следующий момент. Когда мы смотрим свою смерть, мы всегда можем посмотреть ее как бы со стороны. Потому что все, что мы смотрим в регрессии, мы смотрим изнутри. Если вдруг возникают какие-то тревожные мысли или еще что-то, мы всегда можем сместить фокус внимания на происходящее, выйти из тела и смотреть со стороны на эти последние минуты нашей жизни. Но именно там хранится огромное количество инсайтов, подсказок, осознаний. Это всегда про то, с чем душа уходит из жизни, какие выводы она забирает с собой, какие опыты она забирает с собой, как она планирует это дальше во что-то трансформировать, использовать, что берет, что оставляет. Это очень важный момент регрессии. Седьмой вопрос. А если я не вернусь после регрессии и захочу остаться там? Интересный такой вопрос, потому что это примерно как, звучит примерно так. А вот я такой классный сегодня видела сон, и я решила остаться в этом сне и не просыпаться. Это об этом идет речь? Потому что, как я уже сказала чуть ранее, отвечая на предыдущие вопросы, мы никуда не уходим в регрессии, мы никуда не улетаем. И вы полностью находитесь одной ногой там, а другой ногой здесь со мной. Вы понимаете все, что сейчас с вами происходит. И никак не можете не выйти из регрессии. Да, конечно, регрессия – это трансформационный, расширяющий опыт. Да, конечно, жизнь после регрессии уже не будет прежней. Но такого, чтобы вернуться в эту реальность и искать своего коня, карету и корону, нет, такого не будет совершенно точно. Следующий страх, он очень распространенный для тех, кто живет в другом городе, не в Москве, и планирует проходить регрессию онлайн. Что будет, если прервется связь? Я так и останусь в своей прошлой жизни. Немножко перекликается с предыдущим вопросом, и если на него отвечать максимально коротко, то ничего страшного не случится. Опять-таки повторю, вы никуда из своего тела, из своего сегодняшнего дня не улетаете. И если прерывается связь, окей, значит, мы созваниваемся заново и продолжаем процесс. Абсолютно без какого-либо вреда самому себе или процессу. Если же предположить еще более худшую картинку, что прерывается связь и прерывается интернет, окей, абсолютно ничего страшного и здесь не произойдет. Вы откроете глаза, потянетесь, пошевелите руками, ногами, головой, вы выпьете стакан воды, и через 10 минут вы полностью готовы ко всем своим обычным активностям. Вы можете сесть за руль и ехать на работу. Абсолютно ничего страшного не случится. По ощущению, регрессия – это как управляемая медитация. Если во время медитации вдруг у вас зазвонил телефон, значит, вы ответите на телефон, поговорите, продолжите потом практику или не продолжите практику. Это все окей, ничего страшного здесь нет. Следующий вопрос, 9, также беспокоит тех, кто планирует регрессию онлайн. Что случится, если я засну во время онлайн-регрессии? И действительно так бывает. И поэтому за несколько дней до регрессии я всегда высылаю чек-лист о том, как подготовиться к регрессии. И одним из первых пунктов идет просьба, призыв, пожалуйста, накануне выспитесь. Потому что объективно мы все очень много работаем, и предположу, что, наверное, недостаточно спим. И когда организм попадает, человек попадает в обстановку, когда можно спокойно лечь на кровати, когда можно закрыть глаза, когда приятный голос что-то тебе говорит, то все остальное, вот все, казалось бы, такие важные наши запросы про предназначение, отношения, финансы,
вот оно все уходит на задний план, потому что единственное, объективно то, что вам сейчас необходимо, это сон. И обязательно организм этим воспользуется, и да, вы заснете. А произойдет ли здесь что-то страшное? Нет. Во-первых, я сделаю все, чтобы вас разбудить, покричу в микрофон. Если же вы меня не услышите, значит, мы отложим практику на то время, когда вы выспитесь. Вы спокойно проснетесь, напишите или позвоните мне, мы выберем другое время. Абсолютно ничего страшного. И последний вопрос, также очень распространенный, когда человек боится не получить результат. И он звучит так, что я боюсь потратить деньги и не получить результат. Хороший вопрос, и у меня здесь сразу 100-500 встречных вопросов. Как обычно вы действуете для того, чтобы получить результат? Что для вас будет хорошим результатом регрессии? Равнозначным заплаченной сумме. Мы это все, кстати, обсуждаем обязательно на бесплатной предварительной консультации. Результат от регрессии будет однозначно. Вы однозначно получите необходимое количество инсайтов, озарений, подсказок на тот запрос, с которым мы в нее пойдем, в эту практику. Но то, что вы будете делать после регрессии, зависит абсолютно и только от вас. Ведь можно выйти из регрессии и сказать: фигня это все, я это все придумал, ничего не хочу делать, ничего не буду менять. Нету действия, нет результата. Вот ответ на ваш вопрос. Если же результат для вас действительно важен, и мы это все будем проговаривать, то вы его однозначно получите. И еще очень часто бывает, что после регрессии человек уходит с квадратной головой, с кучей инсайтов и не понимает, что мне теперь дальше вообще делать. Вот именно для этого у меня есть двухмесячное ведение после регрессии, когда мы еженедельно встречаемся и отслеживаем все изменения, которые произошли за неделю. И мы интегрируем все инсайты, полученные в регрессии, в текущую жизнь. На уровне мышления, на уровне действия, что очень важно. В таком случае результат просто неизбежен и необратим. Дорогие друзья, надеюсь, что я ответила на все ваши вопросы, связанные со страхами. Буду признательна, если вы будете писать мне еще какие-то вопросы, если вашего страха нету среди тех, которые я озвучила. И я тогда сниму еще одно видео или напишу еще один пост. До встречи!